Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео у нас товары для дома, для кухни с Валберис и с Мегамаркета. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены фотографии тех товаров, о которых пойдет речь в данном обзоре. И если вдруг вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, я расскажу об этом товаре поподробнее. Желаю вам приятного просмотра. Начну обзор с умного светильника с датчиком движения. Тут такая небольшая коробочка, на которой есть вся необходимая информация. Этот светильник аккумуляторный, заряжается от USB-провода, аккумулятор 700 миллиампер. Сам светильник небольшой, помещается в ладошку, на задней стенке есть такое отверстие для подвешивания, но также этот светильник можно повесить на магнит, который также идет в комплектации. На боковой стенке есть такой переключатель, включение, выключение. Также можно поставить и режим автоматического включения и выключения, то есть именно с датчиком движения. Также есть отверстие для зарядки. В комплектацию входит провод, но он совсем небольшой. Думаю, дома он найдется у каждого такой вот USB-провод подлиннее. Блока питания также в комплектации нет. А вот и сам магнитик, который на двухсторонний скотч крепится на любую ровную поверхность. И, собственно, уже вот этот сам светильник примагничивается к вот этой вот, к этому держателю на скотче. Хоть держатель и небольшой, но сам вот этот светильник, он легкий, очень легкий, поэтому, собственно, он довольно хорошо держится даже на таком вот небольшом держателе. Магнит, не скажу, чтобы сильный, но опять-таки из-за того, что сама вот эта лампочка, она не тяжелая, то есть все прекрасно держится. Переключатели работают, хотя вот особо какого-то вот надежности такой вот при переключении не ощущается. Во время зарядки загорается красный такой вот индикатор, который говорит о том, что лампочка разряжена. И, собственно, на зарядку у меня ушло где-то часа 2. После того, как лампочка зарядилась, индикатор поменял свой цвет на зеленый. Данный светильник-ночник мне нужен был для того, чтобы подсветить полку в шкафу. Что, собственно, я и сделала. И вот как вы сами можете видеть, да, он работает. Видите, он висит. Вот он погас, и тут я буквально провела рукой, и лампочка загорелась. Это вот в режиме, именно авторежиме. Но хочу заметить, что вот не могу сказать, что вот прям полка так вот хорошо освещена. И мало того, если, например, хоть какой-то вот малейший источник света есть, да, например, с окна, то, соответственно, лампочка не загорится. То есть она загорается, можно сказать, в кромешной темноте. А так, ну, если везде прям темно, то да, она загорится. Следующий товар – это щипцы кухонные для гриля, мангала, барбекю 27 сантиметров. Данные щипцы изготовлены из качественно нержавеющей стали и жаропрочного пищевого силикона. Силикон выдерживает более 250 градусов по шкале Цельсия и не боится раскаленных поверхностей. На ручках у данных щипцов есть такие вставки, они же подставки, которые позволяют вот именно поставить щипцы таким образом, чтобы их лопатки не пачкали поверхность. Ручка также силиконовая, удобно держать в руках, во всяком случае в моих руках вот мне удобно держать. И вот эти вот сами щипцы, да, они действительно силиконовые, но они с такой вот то есть внутри есть такая вот металлическая, жесткая основание, поэтому они не сгибаются, не прогибаются, соответственно, когда мы что-то ими прихватываем. Не так давно в каком-то из обзоре я показывала свою неудачную покупку. Вот щипцы по виду вот практически одинаковые. Они очень похожи ручки, вот это вот кольцо, которое выдвигается для того, чтобы
сложить щипцы, но вот эти черные щипцы, они из пластика, поэтому они, собственно, и поплавились. А здесь щипцы действительно, как я сказала, силиконовые, поэтому они, вот сколько мы ими уже пользуемся, они не плавятся, и с ними абсолютно ничего не случилось. Вот эти серые щипцы также можно мыть в посудомоечной машине, и тоже с ними все замечательно. В сложенном виде щипцы много места не занимают, ну а в разложенном такой вот довольно хороший прихват. И вот как вы сейчас, вот, наверное, заметили, черные щипцы, они все-таки до конца а, не сжимаются, вот эти вот лопасти. А вот в серых щипцах как раз-таки лопасти, они вот прям до конца а, ну вот, соприкасаются. Данные щипцы меня полностью устроили. Они действительно очень хорошо захватывают продукт. Вот здесь вот даже вот курица замаринована в таком соусе, и она скользкая, ну, сама курица, она скользкая, то есть при этом щипцы отлично цепляют каждый кусочек. Ну, то есть вообще нет абсолютно никаких претензий к этим щипцам. Все отлично, все хорошо сделано. Следующий товар – это ножницы кухонные, универсальные с чехлом. Продавцом заявлено, что данные ножницы можно использовать для разделки птицы, рыбы, а также для колки орехов. Продавцом также заявлено, что данные универсальные кухонные ножницы прекрасно режут бумагу, фольгу, идеально подойдут для вскрытия различных упаковок и нарезки зелени либо салатов. На первый взгляд ножницы действительно довольно неплохо смотрятся. Чехол тут замечательный и рукоятка удобная. Для моих, во всяком случае, рук все отлично. Единственное, тут вот это вот крепление, оно пластиковое и не особо внушает доверие. Тем не менее, я посчитала, что, ну, наверное, так и нужно, так и задумано. Главное, чтобы эти ножницы полностью справлялись со своей задачей. Кстати, на одно лезвие у данных ножниц, оно такое рифленое, с зубчиками, и я тоже считала, что, наверное, это так и нужно, так и задумано, и так будет лучше, ножницы будут лучше справляться со своей задачей. На момент заказа у ножниц были прям вот одни пятерки, то есть этот товар был оценен прям на все 5 звезд. Ну, то есть все покупатели этими ножницами остались в полном восторге. К тому же описание продавца было настолько исчерпывающим, что ну вот сложно было не заказать, и цена привлекательная. Но вот как только я а, на кухне решила применить эти ножницы, я поняла, что они не только не режут, но вот вообще просто никак, да, там с курицей м, абсолютно никак не справляются данные ножницы. Они, ну, не то что режут, они вот просто рвут, скажем так. Другого я просто назвать не могу, не говоря уже о том, чтобы разделать, да, какую-то птицу либо рыбу. Если вам вдруг показалось, что у меня какая-то курица не такая или руки не с того места растут, вот, пожалуйста, показываю, как данные ножницы режут кухонные салфетки. То есть абсолютно никак. Вот эти вот рифленые зубчики, они не режут, они как-то кромсают бумагу, либо фольгу. Ну, абсолютно, то есть получается не так, чтобы вот прям срез, а вот что-то непонятное. С целлофаном так это вообще никак не справится. В общем, ножницы совсем не оправдали моих ожиданий, и продавец явно что-то как-то хитрит в описании. Следующий товар – это стеллаж, а, кухонная полка для хранения продуктов и специй. У продавца данный стеллаж представлен в двух цветовых решениях, в белом и в черном. Я заказала в черном. Данный стеллаж металлический, и приходит он вот в такой вот в коробке, прям очень хорошо упакован, и при транспортировке абсолютно ничего не пострадало. Приходит он в разобранном виде, но для того, чтобы его собрать, никакой особой инструкции не требуется. Все довольно быстро и просто. Конструкция имеет две полки, и несмотря на то, что стеллаж полностью выполнен из металла, сама
сам стеллаж не выглядит громоздко и за счет того, что полки, они, знаете, в такую вот в мелкую сеточку. Вот эта сеточка, она тоже металлическая. На ножках есть специальные такие прорезиненные вставки, которые будут защищать поверхность, ну, вот от каких-то там повреждений. Данный стеллаж можно установить как на кухне, как в ванной комнате. Он действительно вместительный, помещаются такие довольно, ну, широкие банки, ну, не знаю, там коробки, да, можно поместить. И за счет того, что опять-таки он металлический, выдерживает он очень хороший такой вот вес. Я данный стеллаж приобретала для увеличения своей рабочей площади. Вот так вот он смотрится на моем рабочем столе. Довольно вместительный и под рукой очень удобно. На мой взгляд, хороший товар, хорошего качества. Дальше речь пойдет о насадке на кран, и также его называют аэратор воды. На самом деле это вторая такая насадка, которую я приобретала. Просто это уже подороже. И я чуть позже покажу вам разницу. Тут есть переключение, можно такой вот душ, можно струю настроить. В принципе, подойдет она для разных, вот эта насадка, она подходит, можно закрепить ее на различные краны. В наборе, в комплекте тут есть специальные ключики и 3 такие силиконовые прокладки. При сборке, в принципе, тут нет никаких сложностей. Единственное, только вам нужно будет подобрать вот из 3 вот этих вот прокладок именно ту, которая подойдет вам. Нам подошла самая тонкая прокладка, но вот самая толстая, она тоже сюда отлично помещается. Ну, то есть все будет зависеть от того, какой у вас кран установлен. Также то, что вот тут в наборе есть такой тоненький ключик, не знаю точно, как он называется, вот им можно подтянуть определенные крепления. Там вот есть такие пазики, дырочки, и вот этим ключиком их можно немного подтянуть. А вот большой ключик, который идет в наборе, я, если честно, не совсем поняла, зачем он нужен, и при установке он нам абсолютно никак не пригодился. Как я уже сказала, это вторая по счету насадка на кран, которую мы приобретаем. И первая, она вот практически точно такая же, вот она на ваших экранах, но на самом деле очень сильно она отличалась и по цене, и, собственно, очень сильно она отличается и по качеству. Тут нет переключения душа, и полностью вся насадка, она пластиковая, и при установке, когда мы прикручивали к крану, ну, вот этими плоскогубцами, да, или чем, вот там вот эта вот вся краска, она просто вся слетела. В насадке, которая новая, центральная часть, она металлическая, а вот эти вот там, где крепится к крану или вот там, где душ переключения, там вот пластик. Ну, то есть металлическая часть все-таки есть. И он такой, знаете, потяжелее будет, новый кран, а тот он полностью пластиковый и стоил он, ну вот, в 2 раза, да, в 2 раза дешевле. Как говорится, скупой платит дважды, и вот сейчас на ваших экранах это вот дешевая насадка. Тут вода льется просто, она и из крепления, и вот там, где вот эти стыки, переходы, то есть везде подтекает вода, сама струя тоже непонятно какая, в разные стороны все, и он еще и гудел к тому же. Но тем не менее, так как у нас кран очень низко расположен, эта насадка действительно, ну, выручает, скажем так. А вот это уже новая насадка. Здесь действительно есть переключение вот это вот, ну, такой вот либо струи, либо душа. Вот, она вращается во все стороны. Чем удобно, это то, что теперь можно вот удобно, скажем так, подставить какой-то большой тазик и набрать в тазик воды, вот чего мне особенно не хватало. Поэтому, собственно, и приобрели вторую такую насадку, но уже подороже и по качеству, я еще раз говорю, намного лучше. Следующий товар – это органайзеры для ящиков.
Тут в коробке также небольшой подарок от продавца, ароматизатор. Вот, сам вот этот набор органайзеров, он также очень хорошо упакован. Все пришло отлично, нет абсолютно никакого, ну, нет ни сколов, ни трещин, ни каких-то там, не знаю, зазубрин. А, Отличное качество. Набор состоит из 8 ячеек, 2 органайзера больших, 3 средних и 3 маленьких. В зависимости от вашего ящичка вы можете расставить вот эти вот самые органайзеры именно так, как вам нужно. Единственное, имейте в виду, что высота этих органайзеров 4,5 сантиметра. То есть ваш ящик должен быть не уже 4,5 сантиметров. Между собой органайзеры, ну, можно сказать так вот, цепляются, но вот это сцепление, оно не прочное, то есть между собой их как-то прочно закрепить невозможно. Есть специальные такие вставки, я не знаю, да, то есть как бы за которые цепляется один органайзер за другой, но тем не менее вот как-то прочно между собой их закрепить не получается. Данный набор контейнеров, конечно же, можно использовать и в кухонных шкафчиках, да, для каких-то таких вот мелочей. Также можно использовать и для канцелярии, и для косметики. В общем, думаю, каждый найдет им применение. Сам пластик добротный, не хлипкий. А, Ну а что, удобно мыть, в принципе, его будет, да, то есть как бы и удобно хранить. И вот таким образом он разместился в шкафчике, то есть теперь все как бы под рукой и видно. У продавца также в магазине можно найти такие органайзеры в других расцветках, более темных. Следующий товар – это настольная мини-мусорка. У продавца данный товар представлен в различных цветовых решениях, а также есть котики и зайчики. У меня зайчик. Мини-мусорка была очень хорошо упакована, все пришло в целости и сохранности. Тут также в наборе идут наклейки, которые можно приклеить, да, вот на эту вот мусорку, так чтобы она повеселее смотрелась. Ну а сама мордочка, она на крышке, то есть когда крышка закрыта, то есть вам видны вот глазки, там носик, ротик. Ну, тут непосредственно у меня это заяц. Собрать мини-мусорку не составляет абсолютно никакой сложности. На крышке тут есть специальные такие пазы, куда вставляется вот эта вот пластиковая прозрачная крышка. И, собственно, ну, механизм простой, и тут ничего сложного при сборке не было. На детском письменном столе такая мусорка много места не займет, тем не менее у ребенка будет возможность ну, выбросить, да, какой-то мелкие бумажки, мелкий мусор в эту мусорку. Также ее очень легко очищать. Объем заявлен 1 литр 200 миллилитров, но если мусор сухой, то, конечно же, туда можно, ну так вот, плотненько утрамбовать побольше, да, ну, а жидкий мусор, в принципе, тоже, да, вот можно туда что-то такое вот слить, ничего не прольется, но не литр 200, это точно. Ну, а красочные мимишные наклейки будут поднимать настроение на рабочем столе у ребенка. Ну, вот как мне кажется. Ну и напоследок немного сладкого. Это магазин на Валберес, кондитерская фабрика Нева. Это зефир Дони Зефирони. Фирменные красочные коробки, 315 грамм десерта. И в коробке представлено 4 вкуса. На коробке указан состав, срок годности, в общем, вся необходимая информация, производитель, все абсолютно указано. Сама коробка, на мой взгляд, выглядит довольно презентабельно, и в качестве подарка данный зефир также можно рассматривать.
Я не совсем сладкоежка, но зефир я люблю. Я люблю именно, знаете, такой плотный зефир. Кто-то любит такой вот более воздушный, а я люблю вот плотный такой вот, чтобы, знаете, внутри вот как, ну вот, ну не то, что, конечно, прям как жвачка, но вот как мастика, вот что-то в этом роде, да, было. Вот если вы любите такие зефиры, то вот этот зефир вам, думаю, понравится точно так же, как и мне. Как вы видите, в упаковке 9 зефирок, они разных цветов, не все прям разные, тут вот у меня, например, голубой, бежевый, розовый один попался, вот, и все они, собственно, вкусные, хотя, ну, то есть там 4 вкуса, но вот как по мне, они все такие, знаете, с определенной такой ноткой, и все довольно вкусные. Ну что ж, вот такой обзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!